привет, с вами я, Мастер Алик. Сейчас мы видим хозяйственную постройку. Я вам кое-что покажу, вы увидите. Подарок в переносном значении. Сначала будем забивать, потом постараемся осиное гнездо в пакет, после этого будем сжигать. Палку для подставки, чтобы дверь находилась в открытом состоянии. Так, будем взбивать самый страшный и опасный момент. Наконец-то осиное гнездо в пакете находится хорошо. Плотно закрываем и сжигаем в костре. Попытка номер 2. Осиное гнездо умирает, и слава богу. Победа! Итак, дорогие друзья, смотрите, мы все-таки решили проблему с осами, но забивать осиное гнездо — это полдела. Давайте-ка я вам покажу. Если только забивать осиное гнездо, то они рано или поздно сделают повторно осиное гнездо. Я как все-таки поборолся, чтобы осы не летали. Я взял мыльную воду, то есть 1/4 часть положил мыло и 3/4 это вода. И я побрызгал на ос, также на двери, чтобы осы потом не прилетали. И слава богу, эту проблему решили. Все хорошо. О, всем салют! Спустя еще одну неделю трава очень сильно выросла. Правильно, потому что каждый день и целыми днями идут, к сожалению, дожди. Вот вам результат. Пока нет дождей, надо успеть скосить траву. Сейчас некоторые подписчики будут опять делать замечания, что я опять без очков, не соблюдаю технику безопасности, я это знаю. Взять с собой, ладно, перчатку возьму, но очки мне лень доставать, к сожалению, на втором этаже, а я в сапогах весь. Итак, дорогие друзья, сейчас я нахожусь у тети Люды. Мы видим сломанную розетку, я буду менять. Если вы хотите, чтобы я подробно рассказал, как поменять розетку, вы можете посмотреть первое видео. Я оставлю ссылку в описании. А вы будете смотреть и наслаждаться. Поехали. Прежде чем менять розетки в доме, то есть в квартире, надо отключать всю электрику. А теперь уже можно менять. Итак, открутили, теперь хорошо. Сейчас проверим, в каком состоянии находятся провода. Это алюминиевые провода, потому что мы видим серый цвет. Это значит алюминиевые провода. Если коричневый, значит это медный провод. Небольшой подгар был, надо зачистить, и все нормально будет. Обычно то, что подгорает, это фаза. Вот эта фаза, это ну, в первую очередь я соединил провода, потом лапки закрепил. Закручиваем. Сейчас включаем рубильник и проверим, работает розетка или нет. Поехали. Я включила. Все. Покажи еще, покажи. Вот. Не вижу, где сигнал. Ой, куда он делся? Что-то она стала
Вот, Где? вот. Ага. Ну, надо... Он отходит что-то. Вот вилка отходит, старая. Ну, горит, не горит. Не горит. Сейчас, подождите. Что-то... Это, наверное, из-за этой. Из-за розетки. Она такая какая-то. Я так и думал. Ну что, он отошел, что ли? Вот этот отошел. Вот когда я поставил новую розетку, то она работала, то потом она отходила, то потом вообще не работала. И знаете, в чем была проблема? Проблема была в том, что в коробке, да, внутри, там есть дырки, в которые можно закреплять провода, алюминиевые или медные. У нас в этом случае были алюминиевые. И проблема в том, что дырка, да, внутри была очень большой, то есть она не могла уменьшиться, дырка внутри коробки. И за счет этого провод свободно болтался, и никак он не мог закрепляться, и особенно эта фаза. И отходил просто напрочь. Это называется брак. Бывают такие новые розетки брачными, что даже невозможно увидеть, это брак или это не брак. Конечно, очень удивительно. К сожалению, тетя Люда купила брачную розетку, ну то есть я ничего не покупал. И мы приняли решение, что старая розетка же, ну, лет 20 примерно, долго работала, много лет. И вдруг перестал работать. Я решил все-таки старую поставить. Ну, я как бы алюминиевые провода зачистил, все хорошо, все нормально. Потом я закрепил, там как раз крепление хорошее, крепление проводов в плане. Лапки закрепил, все хорошо, и стал нормально работать. Так что я вам даю такой совет на будущее, что даже новые розетки могут быть брачными. А вот чтобы разглядеть, да, брак или не брак, это невозможно, потому что они все упакованы. Но я надеюсь, что у вас не попадутся брачные новые розетки, как у нас в этом случае. Итак, дорогие друзья, сейчас видим утюг и розетку. Все-таки решил старую поставить, потому что новая была брачной, поэтому старую поставил. Зачистил провода. Давайте посмотрим. Сделал? Горит. Да, за это вы должны поставить лайк, я это делал очень долго. Надеюсь, что вам ролик очень понравился. Ставьте большой палец вверх, а также не забудьте подписаться на мой канал и нажмите на колокольчик все видео. Всем пока. Пока.